Всем привет, вы на канале Realistic PS, и сегодня для игры стало доступно обновление до версии 4.1.0. И в сегодняшнем ролике предлагаю его обсудить, рассмотреть тот контент, который мы успели получить и успеем получить на протяжении последующих оперативных обновлений, и поэтому давайте не будем долго тянуть с предисловием. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, канал подпиской и колокольчиком, ну а мы начинаем. Ситуация с обновлением получилась двоякая, потому что вроде как у этого обновления имеется как таковой вес, оно получилось достаточно заметным, что касается его, опять же, веса, что на консолях, что на ПК, что на мобильных устройствах, но по своей сути не сказать, что контента прям завезли прям много. Также не совсем оправдали слова Гальвани, например, о том, что с этим обновлением должен стартовать новый и по сути первый сезон в рамках eFootball 2025. Но если честно, вот сегодняшнее обновление оставляет какое-то чувство недосказанности, именно в плане контента, и поэтому я бы не удивился, если бы Konami запустили тот же самый первый сезон чуть-чуть попозже. Такое у них уже было, когда выходило глобальное обновление с обновлением до конкретной версии, но сам сезон стартовал чуть-чуть попозже. Вполне возможно, что и нечто подобное имеет место быть, но с другой стороны это Konami, и их планы предсказывать достаточно трудновато, поэтому просто будем смотреть и следить за развитием событий. Вместе с сегодняшним обновлением в игре стартовала новая кампания, как раз таки аккурат к тому, что Андрес Иньеста завершил свою карьеру, Konami запустили соответствующую кампанию, посвященную как раз таки его отбытию. И каждый из пользователей за выполнение определенных целей, определенного количества целей, может получить его бесплатную эпическую карточку. Причем далеко не самую плохую в плане возраста и модельки, то есть это не какой-то там 35, 6, 7-летний Иньеста времен игры в японской лиге. Нет, это как раз таки, по-моему, 26-летний Андрес Иньеста, выступающий за сборную Испании. Но по циферкам не все так радужно. Ну, то есть они далеко не самые плохие, и в принципе для бесплатной карточки неплохо, но когда мы говорим про Иньесту, хочется цифр побольше. Но опять же держим в уме тот факт, что карточка бесплатная. В принципе, в случае с ней решает моделька, а она у Иньесты очень даже хорошая. С сегодняшним оперативным обновлением не сказать, что появилось много разных ивентов и много разных паков. Касаемо вторых, так они вообще не впечатляют. И по сути, кроме эпических японцев, свои монетки особо тратить не на что. По сути, с обновлением появилось немало новых эпиков, но о них мы поговорим чуть попозже. На данный момент в игре пока что интересных паков не наблюдается. Опять же, те же самые эпические японцы, паки команды недели по чемпионатам и Лиге Чемпионов перед матчами национальных сборных. В этих паках присутствуют всем нам знакомые лица, которые и без того нередко появляются в паках команды недели. Также обновились номинальные паки по Японии, Турции и Бразилии. Ну и на смену номинальным дриблерам из прошлого обновления пришли сыновья футболиста легендарных игроков. По сути, наследие легенд называется данный пак. Концепция на бумаге интересная, но на деле очень даже скучная, потому что игроки далеко не самые хайповые, скажем так, и цифры у них далеко не самые интересные. Ну а если вы кого-то заберете из этого номинального пака, обязательно дайте знать в комментариях под этим роликом. Из заметного контента, который заметен в игре уже на данный момент, можно отметить точно так же, как и в прошлом году, обновление Азиатской Лиги Чемпионов. Подобное обновление было в прошлом году, также в октябре с октябрьским обновлением и со стартом нового сезона. С этим обновлением Азиатская ЛЧ разделилась на две категории, то есть элитная и Азиатская Лига Чемпионов 2. Очевидно, что во второй ЛЧ выступают более слабые команды, но за счет этого в лишний раз увеличилось число команд и в целом футболистов. Также в элитной Азиатской ЛЧ появились новые команды из числа тех же саудовских команд. И благодаря этому в игру вернулись нам знакомые ребята, например, Бобби Фермино, Риад Морес и остальные. Также, например, появились некоторые китайские коллективы, и в частности после длительного отсутствия в игре появился тот же самый Оскар. Также, что интересно, для оффлайн товарищеских матчей, матчей против искусственного интеллекта за реальные команды, вернулись кат-сцены. По-моему, их вырезали в прошлом году, если не еще раньше, но с сегодняшним обновлением они вновь стали доступны. И перед оффлайн товарищескими матчами вы наблюдаете те же самые кат-сцены, что присутствуют в моей лиге и присутствовали в ивентах с искусственным интеллектом. И отдельно стоит отметить, что сегодняшнее обновление также приурочено к новому соглашению между Konami и Федерацией FIFA. А если быть точным, то не совсем с Федерацией, а именно с ее киберспортивным подразделением, а именно FIFA Electronic, FIFA E.
Как сообщает Konami, они заключили отдельное сотрудничество, которое будет распространяться на проведение киберспортивных дисциплин, и футбол теперь будет в качестве одной из играбельных дисциплин. И как сообщалось ранее, и как теперь подтверждают сами Konami, они планируют провести отдельный чемпионат мира под эгидой FIFA по дисциплине eFootball. И благодаря этому в игре уже появился отдельный ивент, который пройдет в 3 этапа, один из которых сегодня и стартовал. Начнется все с матча против искусственного интеллекта, а потом игроки сойдутся против друг друга. Насколько я понял, из числа актуальных платформ доступны только мобильные устройства и PlayStation, то есть Xbox и ПК для этого турнира недоступны. Ну и самое главное, что появилось в игре, но получим мы чуть-чуть попозже, а может быть и сильно позже, это, конечно же, эпические футболисты. Я думаю, что стоит уделить им отдельное видео, но вкратце проговорим о новых футболистах, которые успели появиться в базе данных игры. Важно отметить, что касаемо этих футболистов, у некоторых появились сведения в базе данных, у некоторых появились модельки в базе данных, но по сути у всех эпиков, которые были добавлены сегодня, отсутствуют мини-фейсы, в то время как вся остальная информация вроде как присутствует. Но тем не менее, сегодня в игре появились такие футболисты как 37-летний Дзанетти, 39-летний Буфон, для которого это появление станет дебютным в рамках эпической карточки, Роберто Карлос в возрасте 29 лет, 24-летний Бекхэм, 23-летний Неймар, 28-летний Суарес, 31-летний Милита, 25-летний Иньеста, 25-летний Кака, новая версия Ромарио, Фрэнка Лэмпарда, Альберто Феррера, Кройфа, Гуллета, Ван Бастена, Хаби Алонсо, Хави и остальных футболистов. Вроде как также упоминается новая версия Лионеля Месси из числа Big Time, то есть не эпической карточки, а Big Time. Но, судя по всему, Konami потихоньку идут к тому, что в рамках, возможно, отдельного пака или какой-то отдельной кампании мы сможем увидеть в игре связку MSN. Об этом намекают некоторые строчки из файлов игры. Но об эпиках мы поговорим как-нибудь в другой раз, потому что их добавили уж чересчур много, и там очень много интересных фамилий, ради которых, я уверен, большинство будут крутить паки гарантированно. Ну и в принципе на этом все. Вот таким вот невзрачным получилось сегодняшнее обновление. Не сказать, что сегодняшний контент как-то сильно отличается от того, который мы получаем каждый новый четверг, согласитесь. Но как бы то ни было, ваше мнение я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на наши соцсети. Я же всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам всем удачи. Всем пока!